Всем привет! Сегодня вы на очередном подкасте вместе с Алексеем. Алексей Глазков, основатель компании Рефти. Сегодня у нас будет специальный гость на сегодняшнем нашем вебинаре. И хотел бы пробежаться по как можно заработать денег в 2026 году в real estate недвижимости Дубая. Вот. Рынок Дубая на самом деле состоит из трех частей. Это количество сделок, порядка 250 тысяч. Вот. Петр, привет. Вот, Петр присоединился. Петр представляет компанию Intrust. Сейчас они развивают активно продукт Core Realty. Если коротко, это быстрый факторинг для агентов недвижимости, которые закрывают сделки по первичному рынку с быстрыми выплатами и помощью в трудоустройстве и предоставлением легальных документов, которые позволяют находиться в Дубае достаточно большой период времени. Привет, Петр. Раз, да. Меня слышно? Микрофон, если включишь. Да, слышно, видно хорошо. Супер. Слушай, давай в целом мы с тобой достаточно давно знакомы, и в двух словах я вообще поделюсь как я дошел на рынок Дубая. В 2022 году я работал в компании Real Estate и занимался первичным рынком, потому что первое, с чего начинает компания строить свою карьеру, наверное, сейчас вот так сделаю, наверное. Вот первое, с чего начинает строить компанию, это первичный рынок. Если вы брокер начинающий, вы начинаете с первичного рынка, потому что вы можете находиться удаленно, вы можете перемещаться из одной компании в другую, потому что вам не нравятся какие-то условия, или менеджмент совершенно ведет себя, может быть, не совсем обычно, либо неадекватно. И в Дубае сейчас представлено порядка 4200 агентств. Я бы хотел сейчас поделиться статистикой, которая есть на нашей платформе. Вот. И минуточку, сейчас я вам сделаю. Момент морем. Да. Петр, расскажи, пожалуйста, как у тебя получилось пройти на рынок недвижимости первичного? Да, Петр, повторю вопрос. Меня слышно? Раз. Пропал. Да, я включал VPN. Расскажи, как ты познакомился с рынком real estate, недвижимости, primary маркета, первичного рынка от застройщиков? Как у тебя произошло знакомство? Да, на самом деле очень просто. В 2022 году я, собственно, переехал в Эмираты, это было в июне 2022 года, и тогда шел большой переток капитала из стран СНГ в Дубай, в частности. И мы увидели возможность в том, чтобы покупать недвижимость от застройщиков. Ну и, соответственно, мы верили в то, что ее можно перепродавать до окончания строительства. И под эту всю историю мы открыли агентство, купили лицензию Real Estate агентства, это было в сентябре 2022 года. И там наша схема была очень простая, то есть мы хотели комиссию, которую выплачивают девелоперы, использовать как свое неконкурентное преимущество, как инвесторы, ну и дополнительно на этом зарабатывать. Где-то уже в начале 2023 года мы увидели, что даже мы, как владельцы агентства, довольно долго получаем комиссию от девелоперов. Мы в среднем ждали там около 3 месяцев. И я тогда подумал, а сколько же ждут брокеры свои деньги? То есть если мы как владельцы бизнеса ждем их 3 месяца, то сколько же ждут брокеры? И мне показалось, будет интересно рынку, и в марте 2023 года мы запустили такой проект, мы были первые, кто это сделал, выплачивать комиссию девелоперов после подписания SPA. И мы сделали, наверное, порядка 700 сделок с марта 2023 по май 2024 года на условиях 80% выплаты брокерам, 20% мы оставляли себе в компании. Ну и, соответственно, в этой схеме мы там довольно успешно работали. И так я познакомился с девелоперским рынком, собственно, с тем, что происходит в Эмиратах, если коротко. Слушай, очень круто. На самом деле, я когда только начинал в 2022 году заниматься real estate, я продавал Шобу Хартман, так как она платила больше всего комиссии. И и достаточно быстро, по-моему, они в рамках пару месяцев платили после подписания SPA, как клиент внесет down payment платеж. Я считаю, что рынок primary маркета, он очень активно развивается. Вообще, мне кажется, рынок Дубая развивается по следующему принципу. Можешь немножко поразмышлять со мной. Как ты думаешь, как рынок real estate недвижимости Дубая развивается? По моим ощущениям, первое, что сделал Дубай,
это начал очень активно продвигаться маркетингу. То есть изначально это была страна, в которой были большое количество финансовых центров, нулевые налоги, и точки пересечения были фактически в Дубае. Потом Дубай начал заниматься активным привлечением туристического трафика за счет строительства в 2008 году Бурдж-Халифа, и они отправляли самолеты с пустыми пассажирами, платя авиакомпаниям просто за перелеты, чтобы настроить туристический трафик. Это первое, с чего началось. То есть экономическая зона. И когда нас начали наступать события, такие как пандемия, большое количество оттока, большое количество капитала было сосредоточено у людей, которые начали, просто находиться дома, им некуда было тратить деньги. Когда их выпустили, в 2000 года произошел активный буст, получается, из Китая, из России, из Европы и особенно из Британии, ты сам знаешь, да, вот это финансовые проблемы, когда возникают высокие налоги, люди хотят парковать свои деньги в Эмиратах. И США, ты сам знаешь, если ты владелец паспорта США, Британии, ты неважно где находишься, будь налоговым резидентом в любой стране. Если ты отказываешься от гражданства, ты должен заплатить, получается, от всех своих активов, даже если ты не продаешь эти активы. То есть фактически такой equity exit получается. То, что Тинькофф не получилось скрыть, и до выхода IPO он фактически не показывал свои реальные активы. И вот в дальнейшем, через десятки лет, все-таки налоговые в США активно находят и отслеживают все реальное присутствие активов. И вот сколько он там, 450 миллионов заплатил. И поэтому большой отток капитала происходит из других стран, и Дубай является такой некой меккой по привлечению и большого количества. И пошел спрос на туризм за счет того, что есть Дубай Молл, особо экономические зоны, достаточно полгода достаточно комфортно находиться в Дубае. Это начиная с октября до конца марта, то есть до апреля месяца. И плюс есть практически нулевые налоги, сейчас, по-моему, от 5 до 9%, в зависимости от типа деятельности, есть где нулевые. И многие, кто открывает компании, открывают как личный финансовый холдинг для оптимизации расходов по международным платежам. Поделись своими мыслями, как ты думаешь, как вот развился. Сейчас 3,6 миллионов населения в Дубае, из которых только 10% локалов, которые родились в Арабских Эмиратах. В принципе, все, что ты сказал, факт. Сейчас то, что я вижу, задача Эмиратов не просто привлекать к себе людей, а удерживать их. Потому что довольно большой отток людей идет, то есть они прибывают, Дубай прирастает примерно на 100-150 тысяч в году, если мы говорим про город, про Эмират в целом. Но средняя продолжительность нахождения здесь там порядка 3-4 лет. И это как бы не очень круто, потому что привлекать постоянно новых, так же, как и в бизнесе, да, то есть привлекать новых всегда дороже, чем удерживать тех, которых ты уже привлек, старых. И то, что я вижу сейчас, с точки зрения каких-то конкретных шагов, например, это программа государственная «Твой первый дом в Дубае». То есть что они делают? Они дают людям, которые не имеют недвижимости в Арабских Эмиратах, купить свой первый дом на льготных условиях по ипотеке, либо если это строящееся жилье, то на льготных условиях по рассрочке, и агентство во второй очереди получает от определенного количества застройщиков, знаешь, как есть пресейл, когда застройщик собирает определенные топовые агентства и дает им возможность выбрать себе лучшие квартиры. Сейчас такая возможность есть для обычных людей, которые напрямую заходят в программу, можно на сайте земельного департамента заполнить заявку, получить одобрение, и тебе открываются возможности покупить свой первый дом в Дубае максимально выгодно, что, как я понимаю, кратно уменьшит отток населения отсюда, потому что, обладая своей недвижимостью, ты уже как бы заикарился, это уже не арендная квартира и так далее, и, соответственно, ты здесь будешь находиться большее количество времени. Это первое. А второе, это открытие различных возможностей для бизнеса. Они огромное количество и образовательных сюда учреждений перевозят. И, в принципе, открываются филиалы глобальных компаний, переезжают сотрудники. И все, что не США, я, кстати, не знаю, где еще такая система налогообложения, когда ты, независимо от места проживания, ты все равно платишь налоги с мировых доходов. Но в целом в большинстве стран Европы работает так, что ты уезжаешь, снимаешься с налогового резидентства, условно, Португалия,
начинаешь жить и работать в Арабских Эмиратах и получая ту же самую условно зарплату, но не отдавая там, 40-50% налогов, ты уже в 2 раза, да? То есть ты когда условно работал в Португалии, ты полгода работал на государство, полгода на себя, ну потому что там около 50% налоги. В Эмиратах подоходного налога ну, пока что нет. 9% корпоративные внедрили, мы его платим. В этом году уже первые транзакции были, ну, соответственно. Вот, в принципе, то, что вижу я здесь из того, что происходит. Слушай, он достаточно удивляет, на самом деле, количество миллионеров долларовых, которые приток каждый год происходит. И я удивляюсь, на самом деле, насколько Дубай по количеству транзакций вырос. Я знаю, на расшире, наверное, экран покажу, как это двигается. И перейду к двум основным новостям, наверное, по локальному рынку Дубая. И хотел бы с тобой разобрать пару стартапов. Это компания GetStake. И, как ты знаешь, сейчас Дубай начал активно запускать с какой-то, по-моему, одной компании токенизацию недвижимости. Хотел бы обсудить с тобой именно тему, постепенно перейти как раз к возможности твоей компании, что вы делаете по текущей части. Сейчас я... Момент. Share screen. Yes, да. Вот. Супер. Так, сейчас отобразится. Окей. Вот. На графике справа видно количество транзакций, которые проходят, можно взять 15 лет и посмотреть, что за это время было 1,5 миллиона транзакций. Видно? 1 420 000. А я не вижу экран. Я тоже должен его видеть? Да, все. Вот она есть. Вот, теперь да. Супер. Сейчас я нас вниз вот так перенесу. И вот так будет видно, да? Супер. Вот, 1,5 миллиона транзакций, 1 400 000 транзакций было с 2010 года, вот здесь начинается. Здесь мы видим на графике, вот здесь мы видим на графике падение, да, мы знаем, что был в 2008 году, в 2009 году был кризис, вот, потом с 10-го, 9-й год был кризис, потом с 10-го, где-то примерно с 2014 года по 2020 была низкая цена на нефть, и вот мы знаем, что примерно экономика ВВП Дубая состоит там 10-15% из туризма, 10-15% состоит из недвижимости, 10-15% состоит из нефтяных доходов. Ну, на тот момент доля нефтянки была выше в недвижимости, потому что количество построенных объектов сейчас это 225 тысяч земель, это 161 тысяча вилла, либо таунхаус, и 1 миллион 221 тысяча квартир, апартаментов, офисов, ну и офисов порядка 10-15%. И вот количество транзакций, которые вот здесь находятся, 1 423 000. При этом мы видим, что 503 тысячи транзакций это оффплан, то есть это стройка, и 920 тысяч это вторичный рынок жилья. И также мы видим количество выданных ипотек, 235 тысяч выдана ипотека на вторичном жилье, а на первичном 4500, ну, как правило, в основном это ипотеки либо от застройщиков, то есть застройщик тоже берут ипотеки под обеспечение недвижимости, то есть они закладывают свои объекты недвижимости, с банками договариваются, получают финансирование, особенно для молодых девелоперских компаний. И мы, если возьмем даже последние, наверное, 3 года, посмотрим примерно 3 года темпы, то темпы просто феноменальные. Просто посмотри, вот здесь, например, цена за квадратный фут 1908 выросла на 84%. То есть берется 3 года и сравнивается, точнее, здесь был взят 5-летний участок и сравнивается с 5 лет до. А здесь взят был конкретно зашит только 3. То есть фактически за 3 года все объекты недвижимости, куда ни тыкнем, выросли на 36%. Где-то больше, где-то меньше. И, конечно, судя по тому, что я вижу, 328 тысяч, но вот здесь 398 тысяч транзакций по аренде, включеной ипотеки. Вот если ипотеку исключить, почему? Дело в том, что в транзакции транзакции по ипотеке проходят в 2 этапа. Первый этап – это стоимость самого объекта недвижимости, и вторая транзакция проходит по ипотечному платежу. Получается, что 398 тысяч по факту нет только транзакций, их меньше. Сейчас я покажу, как это выглядит. Сейчас я уберу количество так называемых этих, процедур. Да, вот все, вот здесь вот. Мы берем и ставим mortgage. Так, и убираем. И видим реальное количество, видим, да, то, что первичный рынок превалирует. Почему так? Дело в том, что по нашей классификации, у нас есть классификация самих зданий,
больше 80% объектов старше 6 лет. И действительно, так как Дубай строился неравномерно, застройщики задают очень высокий темп по первичному рынку, создавая качество жилья, потому что нельзя построить качественное жилье за $500 себестоимости строительства. Нельзя. За $1500 можно построить и другого качества. А европейцы, американцы, британцы, они хотят хорошего качества жилья, они не будут переезжать. И поэтому те объекты недвижимости, которые были построены в 10-х годах, безусловно, да, они пользуются спросом, но люди хотят видеть уже обновленные хорошие объекты уровня Селит-группа, Имара, Дамаг, не побоюсь этого слова, хотя многие не очень положительно относятся не ко всем проектам, потому что государственные застройщики могут строить совершенно по-разному. И вот здесь мы видим, что количество объектов, которые от 3 до 6 лет, меньше 1-6 лет, да, ну, их не так много, то есть вот они там 10% видно, да, от 3 до 6, а меньше года 8%, уже 18%, да, все остальные старше, ну, еще плюс еще 7%, да, то есть вот получается, сколько я сказал, 7 плюс 5, 15, ну, 25% объектов не старше 3 лет, все. Все остальные объекты старше. Вот такая правда, да. Соответственно, на моем персональном дашборде, который доступен, кстати, для клиентов Рефти, мы можем видеть на одном экране всю сегментацию. Мы можем видеть количество юнитов всего, видим, сколько объектов сейчас в реал-тайме продается, уникальных 85 тысяч квартир продается в онлайне. Вот. И также можем видеть конкретный дашборд 83%, это рост за 5 лет, и 30% рост в среднем за 3 года. Вот здесь цена за квадратный фут, и также можем видеть количество контрактов. Если вдруг ваш инвестор ищет хорошую доходность на первичном рынке, есть ли такие доходности? Ну, есть, если вы торгуете с плечом, так как преимущество застройщиков в том, что ты можешь купить объект и перепродать его, внеся 24% и перепродать. Поэтому большинство брокеров, которые работают на первичном рынке, хотят быстро заработать денег, а инвесторы ищут там инвестиционные возможности. Но по статистике далеко не все объекты являются инвестиционно привлекательными. Если быть точнее, только 10% объектов. Вот. Таким образом, вот по этой классификации можно достаточно хорошо находить объекты или ставить их на мониторинг. Вот. И также, как я сказал, да, мы мониторим топ-агентства, сколько всего агентств Дубая, сколько они зарабатывают, какой у них в среднем срок экспозиции. Мы сейчас видим объекты выстроены на 1 триллион дирхам. Вот мы здесь видим. Готовые объекты выставлены сейчас 38 тысяч уникальных и 49 тысяч. То есть мы видим, что превалирует оффплан. Большое количество предложений на оффплане. Агентства, которые занимаются и тем рынком, мы видим, что есть часть агентств, видно, готовых объектов, всего агентств 4375, а агентств, которые специализируются только на оффплане. Да, видно, что есть 1300 агентств, которые, наверное, плюс-минус занимаются только оффпланом, например. То есть, условно, есть 25% агентств, которые занимаются чисто первичным рынком. По разным причинам, потому что, может быть, это молодое агентство, занимается только... Вот. Поэтому с точки зрения эффективности привлечения брокеров, это самая эффективная модель, даже если вы крупное агентство, потому что вам цикл продаж нужно обеспечить. Давайте какой-нибудь объект посмотрим из уровня, если посмотрим, какой твой любимый проект из апартаментов? Мне Булгари нравится. Окей, хорошо. Эллингтон Хаус, да? Да. Булгари Эллингтон Хаус. Окей. Лайтхаус, да, в Дубае? Вот он? Можно его посмотреть. Это он, да? В Джумейре находится, да? 39 транзакций, количество юнитов 31, если мы правильно об этом районе, он находится в Islands, вот здесь, да? Булгари Лайтхаус. О нем, да, ты говоришь? Вот. Классно. Да. Всего у него 39 транзакций. В ипотеку, кстати, интересно, две ипотеки это от застройщика. 593 объема транзакций, 593 миллиона дирхам. Количество юнитов 31, то есть это прям полноценные, мы видим, да. И количество листингов, которые сейчас продается, 4 листинга, да. Угу. Классно. Да, видим, вот. И вот, да, и как этот объект вырос,
Ну, я пока не вижу движения по нему от 15 тысяч дирхам до 16 тысяч дирхам. То есть пока перепродаж, ну вот продажи были в январе 2023 года. Ну, понятно, что отсрочка, мы транзакции видим с отсрочкой примерно в полгода, то есть по факту продажи были, скорее всего, в четвертом квартале 2022 года. Вот. И вот здесь уже пошли уже, наверное, сами перепродажи. То есть примерно один объект продается в рамках, ну, сколько там, в рамках нескольких месяцев, да, 1-2 объекта. Достаточно непросто подойти. Слушай, ты слышал, что сейчас Property Finder привлек $525 миллионов под инвестицию в Мену? Как ты думаешь, зачем они это сделали? Вот здесь видно, да? Это как раз Михаил Хайни, наверное, да, основатель компании, который в свое время с 2007 года активно занимался этим проектом. И вот. 45 лет, может, достаточно на что молодой. они привлекали деньги? Во что они привлекали деньги? Они привлекали ну, они же не на IPO вышли, они привлекали, получается, в капитал, то есть инвестиционный раунд с размытием доли. Blackstone Growth. Landmark Deals, видишь? Соответственно, follows 90 миллионов debt financing, видишь, для покрытия, получается, да? Major deal, major mistake, то есть у них был долг 90 миллионов, который они поднимали. Они, видимо, идут покрытие его, ну хорошо, осталось, получается, 435 миллионов долларов. Facilities buyout, то есть management buyout, короче, они 90 миллионов долларов выкупают, возможно, там накапали проценты определенные, потому что деп был, ну, условно, давай предположим, что они заплатили им порядка 100, 120, может, 110 миллионов долларов. Следующее, что мы видим, это они собираются reshape real estate across region technology, AI technology, and industry leading property platform. То есть они хотят трансформировать, а если простым языком, они хотят залезть в карман брокера. Что это значит? Если сейчас фактически Classified зарабатывает, Property Finder и Bayot зарабатывают вместе взятых порядка 300 миллионов долларов, где-то 135 миллионов долларов на Classified зарабатывает Bayot, и порядка 165 миллионов долларов зарабатывает Property Finder, ну, до 200. С нет-маржинальностью порядка 40-45%, достаточно высоко. Вот. Как ты видишь, reshape real estate across region through technology AI. Да? Вот. Плюс, как мы говорим, вот здесь Marks Premium First Investment регион, Full Property Finders, Ambitions, Deep Technology Edge. В общем, мы понимаем, что, скорее всего, они полезут в другие модели продажи лидов. Как мы видим здесь, Data is a Fit AI, то есть они хотят, видимо, часть функционала своей компании трансформировать. Вот. И вот здесь написано Our shared purpose change living for good. Yeah. И здесь мы напишем, что for small agency to operation with over 6700 брокеров. То есть они говорят, что в маленьких агентствах существует 6700 брокеров, а если мы посмотрим, вернемся сейчас на мой экран дашборда, всего мы фиксируем в рынке real estate на secondary порядка 4200. И знаешь, Да. самое удивительное, по нашей статистике 80% всех запросов в нашей системе идет по Property Finder. Bayot супер отстающий. И это статистика на протяжении года. То есть это статистика на протяжении примерно 500 тысяч запросов. И вопрос, как ты думаешь, почему Property Finder пользуется такой популярностью у брокеров? С чем связано? Почему он более презентабельный? Я думаю, что это просто дольше существует. Примерно так же, плюс-минус. И по трафику, и по SEO-трафику примерно так же. Но при этом то, что мы фиксируем, например, у себя, то, что Property Finder дает больше клиентов и инвесторов, чем Bayot. Bayot он более дешевый, и поэтому фактически, и я не говорю, что у Bayot и Property Finder есть алгоритмическая лента, ее нет, ни у обоих систем нету, но у Property Finder по дефолту более дорогое размещение, за счет чего они, видимо, сильнее следят за модерацией своих объявлений и больше чистого трафика. И меньше брокерского трафика в инвесторах. Хотя по Bayot или по Dubizzle, по аренде, трафика может быть по аренде гораздо больше. Вот. Таким образом, Bayot, к сожалению, убил поведение пользователей, и брокеры начали уходить, потому что я знаю часть компаний, которая ушла с Bayot чисто на Property Finder. Property Finder дает им эксклюзив, ну типа если ты нигде еще не рекламируешься, то они дают дисконт на размещение. И получается, что Property Finder просто начинает занимать лидирующие позиции. Да, и это очень прикольно, потому что если мы посмотрим сейчас здесь даже долю Property Finder, просто посмотрите, с 1 триллиона 584, а у Bayot
486, то мы видим привилегированную есть. Это хоть из цифрах не может быть не сильно высоко, но это достаточно заметно. Заметно на уровне. И вот 18 миллиардов у аренды, у Байота. Это уникальное объявление или это Уникальных всего? вот здесь. Да, уникальных ты можешь посмотреть вот здесь. 71 тысяча уникальных здесь. Видишь, 71 тысяча на Property Finder Да, уникальных. Но не уникальный в рамках двух площадок, понимаешь, да? То есть мы сейчас это не да. выводим. И сейчас 6 тысяч на одной. То есть получается, что есть часть объявлений, которые уникальны только на Байоте. Они есть, потому что они дешевые, на Property Finder компания не может позволить себе открыть аккаунт. И вторая история, то, что есть Property Finder, который только на Property Finder объявлений, на Байоте их нет. Получается, если две системы объединить, мы получаем вот эту конкатенацию. И как ты видишь, на Байоте 2800 агентств. Ты видишь? Это же печалька. Ты видишь, они Да. уникальные. На вторичке 2600, на первичке 1800. Теперь смотри, факт, бамс. Ну, то есть это много, то есть есть 15-20% агентств, которые есть на Property Finder, на которых на Байоте нет, то есть они ушли с Байота. И по этой причине уникальность Property Finder в том, что он дает больше входящего инвестиционного трафика. Вот такая штука. Байот просто проиграл эту войну, и получается он каждый месяц теряет условно от 0,5 до 1% доли рынка на secondary market, на classified. Вот такая история. Кстати, для тех, кто не знает, Dubizzle Group, куда входит Байот, собираются выходить в ближайшее время. Наверное, они вот прям на днях скоро будут выходить, да. Я могу даже, наверное, показать. Ты же мне это скидывал новость как раз, да? Угу. Они как раз сейчас через местные банки, ну, андеррайдером, которые, наверное, несколько банков выступают. Да, я прямо сейчас вижу. Ну, локальные банки начинают андеррайдить. Для тех, кто не знает, что такое андеррайдинг, это когда компания выходит на IPO, она начинает привлекать средства, в том числе контрагентами по андеррайдингу выступает какая-то главная компания, и также она может это право переуступить другим банкам. Соответственно, банки своим клиентам предлагают возможность участия в этих размещениях. Да, сейчас я даже, наверное, покажу. Вот здесь. Момент море. Секундочку. Да. Как думаешь, с какой целью выходит Dubizzle Group на IPO? Какие цели они могут преследовать? Забрать долю рынка у Property Finder. Ну, получить дополнительные средства для того, чтобы они могли это инвестировать. Дальше компания, потому что в момент выхода на IPO, они часть своих акций, 30%, если быть точнее, то, что они планируют, они хотят получить в кэшин для того, чтобы в дальнейшем развивать технологии поиска. Вот. Поэтому Dubizzle, куда входит Dubizzle Group, это общий формат Classified, они хотят дополнительно поднять средства для того, чтобы конкурировать с... Кстати, интересный момент, я сейчас читаю по Property Finder, смотри, просто даже интересно. Real estate сектор, да, 160 миллиардов долларов, соответственно, в 2024 году, похоже, да, это объем сделок получается, value real estate market. 13% рост over for the next 5 years, according to company. Dubai Land Department 125 тысяч транзакций – это чисто первичный рынок. Нужно понимать, что половина транзакций на первичном, половина на вторичном рынке. 25% рост, да. Короче, они верят, что в ближайшие минут 5-10 лет можно занять достаточно большую долю рынка. И я так понимаю, и раз Property Finder зарабатывает на 3100 агентств у них, и подключено к ним, можно даже сейчас вернуться, посмотреть, сколько у них подключено именно брокеров самих, да, уникальных брокеров, да, мы сейчас говорим. Причем есть два типа брокеров. Есть брокер, который имеет лицензию, есть, который не имеет. 70% кто рекламируется на Property Finder либо на Байоте, лицензию не имеет. Вот мы сейчас видим брокеров всего, видишь, вот for sale, 19 тысяч, видно брокеров. Вот из них только 11 тысяч имеют лицензию RERA, то есть 8 тысяч из них не имеют, 8 тысяч не имеют лицензию. То есть получается 40% не имеют лицензии. О чем это говорит? О том, что есть огромный процент текучки брокеров на вторичном рынке. Но при этом 12 тысяч брокеров на оффлайне и 8 тысяч имеющие лицензию. Это профессиональные брокеры, имеющие лицензию, которые существуют, скажем, там, от года обычно. Мы видим, что если у тебя есть лицензия, значит, ты более платежеспособный. Вот. Получается, Property Finder хочет привлечь средства для того, чтобы видоизменить рынок.
Я думаю, понятно, что они привлекли часть денег себе в кэш-ин, скорее всего, часть кэш-аут сделали. Я просто искренне не понимаю, куда они могут тратить такое количество денег. Ну, видимо, найм людей, разработчиков, ну, на рекламу уже некуда, потому что 90% всего трафика – это органическая выдача. Вот, с точки зрения продвижения. Я предлагаю обсудить те возможности, которые предлагает твоя компания. Расскажи подробнее, что конкретно вы предлагаете, потому что этот материал уйдет к нам в нашей коллаборации. И вот, будь здоров, если ты расскажешь, а я буду пока листать. Commission 100 Commission Payouts. Какую проблему ты нашел на первичном рынке и что ты предлагаешь брокерам, которые только начинают работать по первичному рынку, либо хотят открыть свое агентство, у них не хватает денег в своей компании, чтобы удерживать хорошо брокеров внутри своей компании, делая быстрый выплат? Да, если коротко, то мы первую проблему рынка, которую мы увидели, это то, что у брокеров, которые классно продают, и мы работаем в основном не с новичками, мы работаем с ребятами, которые в профессии там, хотя бы от 3 лет и делают 10-15 продаж в год, как правило, у них несколько путей. И один из которых – это открытие своего агентства, и поэтому эти тысячи агентств, большая часть из которых состоит там, из 2-3 человек, мы видим. И ребята, кто это делает, они не понимают простых вещей, что им кажется, что открыв свою компанию, они будут зарабатывать больше, на самом деле они зарабатывают меньше. Банально даже с учетом там 9% налога они уже зарабатывают там не 100%, а 91%. Добавляем туда еще все расходы, команду, офисы и прочие вещи. И того что-то более-менее похожее на real estate агентство с офисом, с минимальным штатом сотрудников, там, с бухгалтерией, с AML, короче, со всем вот этим, обходится там порядка 600-700 тысяч дирхам в год. Поэтому брокеры, открывшие свое агентство и набравшие там 3-5 брокеров, в 99% случаев зарабатывает кратно меньше, чем он зарабатывал, работая у себя в компании. Вот увидев эту проблему, мы решили поступить таким образом, что дать этим брокерам возможность прийти к нам в компанию, получить доступ к офису, получить необходимые документы, лицензию, Emirates ID, я имею в виду под словом лицензия, это брокер-карта, для того, чтобы они могли без всей головной боли совершать свои сделки и работать по очень простой модели. Они платят ежемесячную подписку, это 990 дирхам в месяц, и с каждой транзакции 3700 дирхам. Плюс к этому они могут с собой привести своих брокеров, собрать свою команду. Мы как компания подписываем с ними договор о том, что мы не претендуем на их брокеров, на их команду. И они спокойно могут на любых условиях, которые они сумели согласовать со своей командой, с ними работать. А мы также удерживаем просто подписку и 3700 дирхам с каждого рабочего места. Что касается новичков, которые хотят там, не знаю, работают в других странах, хотят переехать и так далее, мы под них запустили обучающий курс. У нас есть топовые ребята, которые уже работают в нашей компании, собирают, точнее, делают большие сделки. В основном это ребята, кто зарабатывает от $1 миллиона в год комиссионных. Они готовы быть менторами для таких агентов. Эти агенты сначала проходят наш базовый курс, заходят на условиях 70/30, 70% уходит им, 30% уходит ментору и компании. И год, 2 года, минимум год, они работают на этих условиях, соответственно, под началом топового человека, который доводит их до результата. Вот коротко вот так. Вы также даете офис, вы даете лицензию, переоформленную на вашу компанию, и даете возможность также размещаться на локальных порталах, если им нужно перепродавать объекты. Да, естественно. То есть у них, по сути, для ребят, которые хотят создавать команду, у них свое real estate агентство, но без головной боли и без расходов этого real estate агентства, такой white label, скажем так. А для ребят, которые просто хотят перформить, там, делать там, просто сфокусироваться на сделках, закрывать там, и зарабатывать больше денег, мы просто даем всю необходимую инфраструктуру, чтобы они это делали, и, соответственно, благодаря этому они растут.
Слушай, ну по моим оценкам, объем рынка вот таких транзакций, давай примерно прикинем, если мы берем первичный рынок, да, пока что, да, порядка 125 тысяч сделок, из которых потенциальная емкость рынка, на который вы можете занять, это порядка, ну, я думаю, с агентствами, наверное, это около 20, ну, агентств, наверное, это порядка 500-700 агентств, наверное, плюс-минус. Если мы говорим про частных брокеров, это, наверное, в районе 5-7 тысяч брокеров, то есть где-то в районе 4-5 тысяч брокеров это потенциальная емкость рынка, которую можете занять, потому что то, чем вы занимаетесь, это называется мастер брокерства, скорее всего, да, такой мастер, который может выбивать хорошие условия у застройщиков и Да. повышать, получается, процент комиссии за объем сделок. Мы знаем, что застройщик, как таковая, они могут запустить Facebook рекламу или там Google рекламу, но при этом они могут быть неэффективны, у них рекламные кампании, скорее всего, будут выходить дороже и не смогут покрыть весь объем включенного капитала в конкретный объект. А так как объект нужно реализовывать в рамках там 3, даже 2, 3, 4 месяцев максимум, да, то есть такого количества трафика просто на локальных площадках рекламы просто нету. Этот трафик есть в записных книжках у брокеров, и брокер обеспечивает 90% всей ликвидности, 80-90% всей ликвидности. И вот, поэтому иногда брокеры, когда компания думает, что вот мы можем без брокеров, не могут. Брокер – это маркетмейкер, который задает определенный темп с помощью своей записной книжки. 50 тысяч брокеров, работающих на первичном рынке, обеспечивают охват выше, чем любой канал вместе взятых. Facebook, Google, органика, все остальное. И это делается в краткосрочной перспективе времени. То есть рекламные кампании не обладают такой емкостью, как это делает брокер. Вот, мы это просто считали уже не раз, и я так понимаю, вы часто пропагандируете, что фактически активные брокеры, работающие по старой системе комиссионных работы с агентствами, теряют примерно около 1 квартиры. Правильно? Да. Вы такое позиционируете. И... Окей. В общем, у вас тоже есть цель, да, я так вижу, 20-30. Кстати, у меня тоже есть аккаунт Angel Investor 2030, я тоже мыслю категориями сразу нескольких там. Это я еще 7 лет назад создал аккаунт. И я понимаю, что у вас есть цель выход на Exchange, на NASDAQ. Расскажи об этой цели. Очень амбициозно. Да, ну в целом то, что мы делаем, это брокерская платформа, то есть это инфраструктура, которая позволяет брокерам при меньших трудозатратах, там, времени и так далее делать больше результат и больше зарабатывать. Такие прецеденты есть уже в Китае, в Сингапуре. И эти компании публичные, они уже торгуются на NASDAQ и стоят там, от 1,7 до 30 миллиардов долларов. То есть ни одно агентство недвижимости даже близко не может подобраться к этим цифрам. Поэтому изначально мне никогда не был интересен агентский бизнес, мне было интересно построить что-то по-настоящему большое. Я понимаю, что наш продукт, вот если агентство недвижимости гоняется за клиентами и выстраивает свой продукт вокруг клиентов, которые покупают, перепрыгивая через голову брокеров, ведя себя зачастую некорректно, неадекватно и так далее, потому что у них фокус другой. Мы сразу взяли фокус на то, что наш клиент – это брокер, и наш основной, самый главный показатель – это NPS, это счастье. Счастье клиента, так называемое, по 10-бальной шкале, что когда ты делаешь опрос, а мы их делаем каждые несколько месяцев, где 10 там все супер готовы рекомендовать, и 0 – это все очень плохо. И вот наш NPS ни разу не падал ниже 9, ни разу. За вот уже год мы в этой модели работаем. Очень круто. Ни разу меньше 9. И процент людей, которые пришли к нам и ушли от нас, меньше 3%. То есть это для real estate это тоже невероятные показатели. Вот, поэтому, собственно, мы верим в то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, вот, допустим, у нас рекордная выплата брокеру в этом году была в июне 2025 года 5,9, почти 6 миллионов дирхам. Вот, мало. При этом брокер заплатил нам 3700 дирхам. Вот, мне кажется, что это вообще, в принципе, возможно, мы вообще единственные в мире. Я думаю, он поехал на пенсию сразу. Просто пошел отдыхать полгода. Да, продолжает работать. Продолжает кайфовать. Присылает фотки, говорит, спасибо, Петр, что обеспечил мне мою пенсию. Все, я теперь вложился в банды, все нормально, it's okay, да. Да, ну вот. И мы понимаем, что наша большая цель – это минимум 10 тысяч брокеров на нашей платформе. Это примерно объем транзакций. Это не только Эмираты уже, естественно, мы будем идти за пределы, потому что мы верим, что
та модель, которую мы реализуем, которая уже себе зарекомендовала в тех рынках, которые я сказал, применима и в Латинской Америке, и в Европе, и так далее. Вот. И вот это позволит сделать по-настоящему большую компанию. И, кстати, 10% от общего объема акций мы выделяем на брокеров и на команду, которая нам помогает эту компанию развивать. Соответственно, брокеры, которые работают с нами, они не на нас работают, я подчеркну, с нами. То есть они могут быть владельцами акций, так называемыми шерхолдерами, и быть сопричастны не только к тому результату, который они генерят лично, но и к тому результату, который генерит компания. Вот, собственно, так. Слушай, пришла очень крутая новость. Мне моя команда сообщила, какую долю рынка мы занимаем, твой прогноз. Какую долю рынка мы занимаем не по аналитике, а какую долю рынка мы занимаем по количеству листингов с учетом наших клиентов на нашей платформе? Больше 10. Ну, если бы так, то было бы классно. 6.8%, 6.8%, и мы только начали, и это круто, это означает то, что мы можем давать им клиентов, и мы обладаем достаточно широкой аналитикой для того, чтобы можно было закрывать им сделки, помогать им закрыть сделки. Если локальные платформы, такие как Bayot Property Finder, просто у них бизнес-модель размещения, то наши менеджеры, которые ответственны за успех аккаунт-директора, заинтересованы в том, что наши клиенты зарабатывали больше, чтобы просто впустую не рекламировали объекты, потому что 70% объектов переоценены и никогда не будут проданы на вторичном рынке. И вы тратите не только время своей компании и листинги, вы тратите также время и деньги своего клиента, потому что если на первичном рынке вы объект быстро не продаете, вы получаете штрафы, пенальти. У нас даже были кейсы, когда компания с русскими корнями 6 месяцев не могла продать объект в Пенинсуле, юнит 4007. Мы, предоставив наличку клиенту, предложили ему стратегию, он вышел через 2 месяца в кэш и с минимальными потерями по original price. Вот. И поэтому я считаю, что то, что вы делаете для рынка, это потрясающе, и, конечно, конкуренция будет усиливаться, поэтому вам нужно очень активно коллаборироваться с нами и похожими компаниями, которые открыты и не претендуют на ваш кусок рынка. И вот. Спасибо тебе за то, что пришел на текущий наш вебинар. Будем стараться чаще делать контент, сделаем тебе нарезочки, шорты, рилсы, чтобы ты мог также использовать в своих рекламных активностях. Вот. Приглашай тоже. И вот, если будут какие-то интересные новости выходить по рынку, приглашай, будем обсуждать и сидеть в формате подкаста, общаться. Вот. Спасибо тебе огромное за присутствие. Да. Всем хорошего дня. Вот, по ссылочке сверху можете перейти. Вот, если кого-то заинтересовало, дальше мы покажем, расскажем, как можно заонбордиться в продукт Core Real Estate по подключению по первичному рынку, потому что скоро у нас выйдет новый продукт. Это листинги по первичному рынку, будем помогать и предоставлять нашим клиентам на бесплатной основе, потому что считаем, что первичный рынок, он должен быть прозрачным, с номерами юнитов от застройщиков и с аналитикой по аналогичным сравнению с похожими объектами, которые есть на вторичном рынке. Чаще первичный рынок часто выигрывает по качеству объектов. По инвестиционной составляющей они не доминируют, потому что в краткосрочной перспективе крайне сложно перепродать. Чтобы хороший объект перепродать, достаточно обладать там 3 качествами. Это объект должен быть постройки не больше 2 лет, то есть срок ввода в эксплуатацию до ввода. Это до 17 этажей, и это должна быть готовность локации от 80-90%. Если у вас и плюс квадратура должна быть на 10-15% меньше, чем в этом классе жилья, в этом районе, тогда вы имеете хорошее преимущество по цене за юнит и цену перепродажи. Тем самым вы зарабатываете больше и имеете более... Весь рынок верит в вашу цену перепродажи, особенно брокеры, потому что брокер – это маркетмейкер, который помогает вам в рынке недвижимости. Без них рынка не будет. Спасибо тебе. Хорошего дня. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.